Представьте себе страну, в которой каждый клочок земли используется до предела, где нет места для ошибок, где природа подчиняется не свободе, а приказу сверху. Именно в такой реальности живет Северная Корея. В конце 90-х и начале 2000-х эта страна оказалась перед катастрофой. Урожаи снижались, засухи становились все чаще, горные склоны выгорали дотла. Почвы истощались с такой скоростью, что многие деревни лишались своего источника пищи. В ответ на эту проблему руководство в Пхеньяне объявило: необходимо срочно озеленить страну, но не обычными деревьями, а бамбуком, растением, которое в официальных газетах называли символом силы и выносливости. Миллионы саженцев начали высаживать на опустошенных склонах. Солдаты, школьники и рабочие массово отправлялись на зеленые субботники. Выбор пал на бамбук не случайно. Его рост поражает. Некоторые виды способны вырастать на метр всего за несколько дней. Для властей это выглядело как быстрый и дешевый способ остановить эрозию почвы и продемонстрировать народу видимый результат. На фотографиях того времени можно увидеть стройные ряды молодых стеблей, тянущихся вверх, как армия зеленых копий. Газеты писали о великом прорыве в борьбе с бедностью и голодом. Казалось, решение найдено. Но у природы всегда есть своя логика, и планы человека далеко не всегда совпадают с ее законами. Поначалу все выглядело обнадеживающе. На склонах действительно появилась зелень. Корни бамбука удерживали грунт, предотвращая оползни. Люди даже начали использовать молодые побеги в пищу, а стебли — для строительства и топлива. Для деревенских жителей это воспринималось как подарок судьбы. Однако чем быстрее росли эти леса, тем отчетливее проявлялись странности. Путешественники, сумевшие попасть в отдаленные районы, спустя годы замечали, что привычные северокорейские пейзажи менялись. Там, где раньше были поля кукурузы или скромные рощи сосен, теперь стояли плотные бамбуковые заросли. Эти заросли, казалось, распространялись сами по себе, захватывая все новые участки. Крестьяне, остававшиеся без привычных сельхозугодий, начинали тихо роптать. Бамбук рос слишком быстро, затеняя почву и лишая шанса другие растения. Но официальные СМИ продолжали называть его чудесным зеленым щитом страны. Через несколько лет произошло то, к чему никто не был готов. Бамбуковые заросли начали вести себя так, словно стали новым хозяином этих земель. Сначала никто не замечал опасности. Поля становились меньше, но в деревнях еще оставались участки для риса и кукурузы. Да, в лесах стало труднее охотиться, но бамбук можно было использовать для плетения корзин, строительства заборов и даже простейших домов. Все выглядело терпимо. Однако у бамбука есть одна особенность. Он растет не только вверх, но и под землей. Его корневая система распространяется на десятки метров, словно невидимая сеть. И вот люди начали замечать, что корни начали появляться на их огородах. Жители жаловались: «Сегодня мы чистим землю от побегов, а завтра их становится еще больше». Некоторые рассказывали, что буквально за ночь бамбук пробивает асфальтные дорожки или деревянные полы старых домов. Власти отмахивались: «Это временные трудности, природа требует терпения». Но терпение жителей заканчивалось. В одной из северных провинций целая деревня оказалась окружена стеной из зеленых стеблей. Люди не могли добраться до пастбищ, а скот оставался без травы. Тогда крестьяне начали рубить заросли, вырубали сотни стеблей, жгли их кострами, надеясь вернуть себе землю. Но через несколько недель бамбук отрастал снова, еще гуще и выше. Скоро пошли слухи, что бамбук пожирает деревни. Конечно, это было преувеличением, но в каждой преувеличенной истории есть доля правды.
Дома и постройки действительно оказывались под давлением корней. Огороды полностью теряли урожай. Люди, которые когда-то радовались зеленому чуду, теперь называли его зеленым проклятием. Именно в этот момент, когда крестьяне пытались бороться с неуправляемыми зарослями, произошло событие Каадыте, которое потрясло даже чиновников. На одном из закрытых совещаний в Пхеньяне прозвучала тревожная фраза «Бамбук достиг границы». Для простых людей это было непонятно, но в армии знали, впереди начинается совершенно другой уровень проблемы. Речь шла не о символике, а о реальных зарослях, которые распространялись по сопкам и холмам, всего в нескольких километрах от границ с Китаем и Россией. Для Северной Кореи это стало неожиданным вызовом. Граница — это не просто линия на карте, а тщательно охраняемая территория с колючей проволокой, патрулями и минными полями. Представьте, как корни и побеги бамбука прорастают сквозь землю, поднимаются над заграждениями и скрывают линии видимости. Пограничники докладывали, что в некоторых секторах заборы буквально исчезают за зеленой стеной. Наблюдение стало затруднительным, а это уже вопрос национальной безопасности. Казалось бы, решение очевидно — вырубать заросли под корень. Но здесь власти столкнулись с парадоксом. Чем сильнее пытались уничтожить бамбук, тем агрессивнее он отрастал снова. В соседнем Китае ученые объясняли, это естественная реакция растения. При повреждении корневищ бамбук выпускает новые побеги еще быстрее, чтобы спасти колонию. Тем временем жизнь в северокорейских деревнях становилась все труднее. Люди не только теряли поля, но и страдали от нехватки дров. Ирония заключалась в том, что стебли бамбука горели плохо. Они были сырыми, трещали и давали мало тепла. Крестьяне жаловались, что даже зима стала холоднее, чем раньше. Постепенно в народе стали шептать: «Мы сами позвали эту беду». Говорить такое открыто было опасно, но страх перед зеленым нашествием усиливался. И тогда произошло то, чего никто не ожидал. На одном из участков бамбук неожиданно начал цвести. Для непосвященных это могло показаться радостью. Красивое соцветие, редкое зрелище. Но биологи знали страшную правду. Цветение бамбука — предвестник катастрофы. После цветения миллионы стеблей умирают одновременно, оставляя после себя сухие леса, готовые вспыхнуть от любой искры. В тот год страна уже страдала от сильнейшей засухи. Когда бамбук зацвел, многие жители деревень сначала не поверили своим глазам. Вся зелень, казавшаяся вечной, покрылась серо-желтыми соцветиями. Люди фотографировали редкое зрелище, дети собирали цветы, но радость длилась недолго. Через несколько недель началось массовое увядание. Стебли темнели, ломались и осыпались сухими листьями. Леса, которые недавно выглядели как непреодолимая стена, превращались в огромные кладбища бамбука. Все это совпало с небывалой жарой. Северокорейские деревни оказались в смертельной ловушке. Любая искра, костер, молния, случайная сигарета могла обернуться пожаром. И пожары действительно начались. Сначала в одной провинции, позже в другой. Горели целые склоны, пламя перебрасывалось с холма на холм. Люди говорили, что ночью небо краснело, словно шел артиллерийский обстрел. Но пожар был лишь частью беды. Настоящая катастрофа пришла позже, когда произошло еще одно последствие цветения бамбука, о котором власти предпочитали молчать. После цветения бамбук сбрасывает миллиарды мелких семян, которые становятся идеальной пищей для крыс. Именно так все и случилось.
Огромные полчища грызунов начали размножаться с невероятной скоростью, пользуясь новым источником пищи. Сначала крысы держались в лесах, но когда семена закончились, двинулись к полям и деревням. Отчеты, просочившиеся через границу, описывали, как жители просыпались от странного шума ночью. На улицах светились сотни глаз. Урожаи, которые и без того были скудными, исчезали за считанные дни. Запасы зерна в амбарах грызуны перегрызали и уничтожали. Проблема стала настолько серьезной, что в соседнем Китае пограничники докладывали о невиданном нашествии грызунов. С одной стороны колючей проволоки крысы поедали северокорейские деревни, с другой-то китайские солдаты пытались их остановить. И вот, когда казалось, что ситуация не может стать хуже, в Пхеньян пришло сообщение, ошарашившее даже военных. Крысы начали проникать в подземные склады, где хранились стратегические запасы страны. Когда грызуны добрались до таких объектов, ситуация превратилась из сельскохозяйственной проблемы в угрозу национальной безопасности. Эти склады считались сердцем безопасности страны. Там хранились стратегические запасы зерна, топлива, а кое-где военное оборудование. Солдаты пытались отравлять грызунов, сжигать зараженные участки, ставить ловушки, но масштабы были слишком велики. Казалось, крысы повсюду. Они проникали в тоннели, прогрызали мешки с рисом, уничтожали муку и даже попадали в ангары с техникой. В некоторых районах рассказывали, что кабели связи буквально оживали, их перегрызали за ночь, обрывая коммуникации. Для власти это был серьезный удар по имиджу. Проект, который когда-то представлялся как великое достижение и зеленый щит страны, превратился в цепь катастроф, пожары, голод, нашествие грызунов. Но природа продолжала свой ход. На местах погибшего бамбука начинали подниматься новые побеги. Миллионы маленьких ростков тянулись вверх, обещая повторить весь цикл. Ученые знали, цветение бамбука происходит раз в несколько десятилетий, и после гибели старых зарослей вырастает новое поколение. То, что казалось концом, было лишь началом новой волны. Для простых людей это означало одно – зеленая угроза никуда не исчезнет. Она будет возвращаться снова и снова. Потому что бамбук, однажды укоренившись, уже не отпускает землю. И, возможно, именно в этом кроется главная ирония всей истории. Северная Корея хотела подчинить природу, заставить ее работать на себя. Но в итоге именно природа показала, что не терпит приказов. История о миллионах бамбуковых стеблей превратилась в рассказ о том, как одно решение способно изменить целую страну и напомнить каждому. Иногда самая тихая сила природы может оказаться самой разрушительной. Если вам была интересна эта невероятная, но реальная история, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы рассказываем о том, как природа и человеческие решения сталкиваются и какие неожиданные последствия это приносит. Впереди еще больше историй, которые перевернут ваше представление о мире.